Приветствую всех, друзья, с вами на связи Таролог Алехандро, мира вам и вашему миру. Предлагаю вашему вниманию общий расклад Таро, потоковое чтение, онлайн-гадание на картах Таро на отношения, на любовь, мысли, чувства, планы, действия. Но мы сегодня будем не будем конкретно на мысли, чувства, а будем на отношения чисто из потока брать. Какие карты будут идти. Без вопросов, да, и по традиции мы начнем с того, что посмотрим вашу ситуацию в отношениях, что происходит, вообще кто пришел на расклад, да, или какая у вас ситуация в раскладе. Давайте вот так немножечко я ближе поставлю. Настройтесь на себя, на свою ситуацию, на своего, возможно, мужчину. Может быть, на женщину, может быть, мужчина, да, гадает. И, может быть, настройтесь на какую-нибудь сложную, да, какие-то проблемы, если у вас есть, допустим, да, сложности какие-то в отношениях. Но, тем не менее, дело не в сложностях, дело просто в ситуации, и мы будем больше так настраиваться на какие-то инсайты, да, вот таким вот образом. Хорошо, давайте посмотрим, кто пришел, что происходит в ваших отношениях. Ну, здесь вопрос вообще семейные отношения. Это карта вообще о семейных отношениях, но она мне больше идет в этой колоде, как будто бы, знаете, вам давно надо поговорить, вам давно нужно прояснить именно позиции друг друга, да. Вообще вопрос в надежности. Вопрос в надежности. У меня такое ощущение, что вы сомневаетесь в надежности отношений. И смотрите, вот он стоит на защите своих территорий, а здесь какой-то пришелец идет, да, то есть вы сомневаетесь в том, нужно ли вам принимать эту ситуацию и нужен ли вам еще кто-то в этих отношениях, да, то есть почему-то вот такое идет. Но как будто бы есть какое-то вторжение, да, или влияние извне, оно на физическом уровне пока. Это не обязательно магия какая-то, да, то есть или кто-то что-то говорит. Просто вот вам что-то хотят дать, принести, поменяться с вами, да, вот такое идет. Ну, как минимум, речь может идти об отношениях кармического характера. По деве, да, рыцарь Пентаклей — это дева, и это отношения кармического характера. Ну, может быть, где-то вы не понимаете, насколько они надежны. Вот так вот. Хорошо. И может быть, у вас есть такая ситуация, где ситуация в отношениях застряла или двигается крайне медленно. Или вообще никак не двигается, скорее всего, даже больше, нежели она как-то двигается. Да? То есть, если этот корабль, да, он уже как бы стоит на месте, да, и непонятно, сходить вам на берег или не сходить. Да? То есть, какое принимать решение. Или хватит ли вам сил принять решение в этих отношениях. Тоже такое вот почему-то приходит. Дальше давайте смотреть. Ну, а с другой стороны, в принципе, все хорошо и все устраивает. Да? То есть, и овцы целые, и волки сыты, как говорится, да. По этой карте вообще мужчина очень хорошо устроился. И по вот этой комбинации. То есть у мужчины в этих отношениях позиция очень комфортная. У женщины, не могу сказать, я ее здесь, женщину, вообще не вижу. Может быть такая ситуация, что мужчина за своим комфортом не видит женщины, не замечает женщину, или женщина просто теряется в ситуации, где есть комфорт мужчины, и все, и больше ничего нет. Ну и у меня почему-то открывается здесь дополнительно, что мужчина здесь чрезмерно избалован. Может быть, женщина чрезмерно ухаживает за мужчиной, или, знаете, как судьба мужчину балует, тешит. И он, опять-таки, он в седле, он в комфорте. А вот женщины, вообще реально, женщины здесь, они как бы на подтанцовках. Как у вас, напишите мне в комментарии. Хорошо, то есть, ну, мужчина здесь себе так, как говорится, чухает себя, ничего так. Хорошо, следующий давайте смотреть. Ну и вот он, император. Смотрите, здесь император, интересно, так он прям, он отвернулся, что ли? Он уже видеть ничего не хочет и знать никого не желает. Но, знаете, есть такая... А вы, батенька,
Да вы, батенька, зажрались, да? Вот так вот такое. Ну, смотрите, здесь ситуация в отношениях. Дальше мы пока не смотрим, ну, потом посмотрим. Ну, вот из 3 карт, которые видно, да, обычно 3 карт достаточно, чтобы посмотреть ситуацию. Мужчина настолько в себе уверен, мужчина настолько крепко стоит на ногах, сидит в седле, имеет какую-то свою зону комфорта, что, в принципе, его больше ничего не интересует. Его не интересует ни власть, может быть, ни земли, ни вторжение в эти земли, да. То есть император просто вот отвернул голову от ситуации. Он не смотрит, смотрите, на вас, да, на нас, на меня он не смотрит. Он смотрит куда-то с балкона, наверное, но там то, что он видит, оно в тумане. То есть реально тут такая ситуация, что именно если взять мужчину, то мужчина просто в зоне комфорта. Опять-таки, женщины я тут не вижу. Да? Но, с другой стороны, он может себе позволить что угодно. И может быть вот так раз, и женщина появится. И если это вы появляетесь, ну тогда вы его, этого императора, обслуживаете, получается так. Не знаю, кормите, может быть, привозите что-то ему. Может быть, там, ну, тут о кормежке и о службе какой-то. Да? Такое. Пока вижу очень выгодную позицию мужчины. Он прям, ну, все на стороне мужчины. Пока что. Что на вашей стороне? Пока не понимаю. Ну, вот не идет мне ничего пока отсюда с потока. Ну, смотрите, здесь сила, опять-таки, здесь это чисто мужская карта. И мужчина умеет управлять энергией и энергией львов, да, то есть реально, еще раз, это не женщина стоит здесь, ну, как мне такой поток идет. В этой колоде есть такие нюансы. Так вот, я вам скажу следующее. Смотрите, здесь или женщина сливает всю энергию на мужчину, или мужчина просто не расходует никакую энергию на, ну, на внешние какие-то обстоятельства. То есть мужчина так вот как бы живет всласть, владеет многим, все от него еще и зависит. И он еще и может быть и сильный в ресурсе, но не тратит силы. Вот так вот. То есть, по сути, может быть и так, что мужчина не тратит, женщина не получает, а может быть мужчина не тратит и у него все есть, а женщина еще и отдает. Такое тоже часто бывает, кстати. Ну, напишите, у кого как, у вас так или у вас как-то по-другому. Но здесь очень много мужского ресурса, который просто пока никак не реализуется. Он в потенциале есть, но в реализации он не движется. Ни в одной карте. Ну, может быть, здесь страсть. Может быть, между вами страсть. Но дальше оно не проявляется никак, да, к сожалению. Ну и 8 пентаклей. Здесь очень много работы. И вот, помните, я говорил все время, а где же женщины? А где же женщины? Да вот же они работают, эти женщины. Ну, тут мужчина там еще тоже работает, да, с другой стороны. Вот он идет, несет. Ну, смотрите, можно вечно смотреть на 3 вещи, да, как течет вода, горит огонь, да, и работает женщина. Вот она работает. На кого она работает? Поставьте на паузу, напишите, на кого работает эта бедная, несчастная, знедолена, змучена жінка. От напишіть мені, будь ласка, щоб я вже зрозумів. Ну, это вы про себя, естественно. Ну, напишите, я работаю на себя, и с этим императором я не делюсь. Ну, как бы вашу ситуацию опишите там коротко, да? Окей. Ну, в общем, давайте так скажем. В этих отношениях, перспектива этих отношений вообще может быть только работа. Причем мужчина здесь, он не заинтересован в этой работе. Женщина, она работает здесь. И женщина здесь пашет. Ей можно памятник при жизни поставить. Я еще не удивлюсь, что у женщины много котов или кошек, или у мужчины тоже, ну, такое, тут кошачьих очень много. И женщина еще и в общепите где-то работает там. Может быть шеф-поваром, может быть мастер. Ну, в общем, она может хорошо обслуживать. Смотрите, работа, да.
Работа. 2 карты по работе чисто. Это обслуживание тоже, это зона комфорта. Ну, как бы вам, может быть, даже и комфортно друг с другом. Может быть, несмотря на то, что женщина здесь обслуживает, она, может быть, привыкла так, и ей это не тяжело. Мужчины меня понимают, о чем я здесь. Вот. Но, тем не менее, работа здесь идет. И работает здесь именно женщина. Больше здесь вот в таком... И получается, как бы здесь мужчина, император, царь и бог, и он донор, и он все время принимает. Акцептор, то есть принимающий. А женщина здесь, наоборот, донор. Она все время отдает. Причем ресурсов женщины, кроме работы, я здесь не увидел пока что. Мы посмотрим, может быть, оно как-то там где-то проявится, но в этой ситуации я пока не вижу. Окей. Давайте посмотрим, насколько надежные, вот такие инсайты почитаем сейчас, насколько надежны эти отношения. Они, ну, стоит ли доверять этим отношениям? Вот давайте проверим. Смотрите, мы смотрим, да, мы стоим на своем каком-то берегу, и к нам идет какой-то корабль, да, и на нем какой-то там посол, да, условно говоря. Так вот, можно ли ему доверять? Может, сейчас он сойдет на берег, а там ватага каких-то разбойников, пиратов или конкистадоров, там, или покорителей, да, то есть, ну, этих десантников, да. То есть, надежен ли этот вот всадник, который вас охраняет? Вы можете себя чувствовать в этих отношениях защищенным или защищенной? Мужчины тоже, кстати, могут проверить. А стрёмно это все. Нет. Я вам так скажу. Здесь вот один, смотрите, стоит на границе. Здесь приближается к нему корабль, да, такой. Какие-то события. И вот он, если будет расслабит, как говорится, булки, условно говоря, да, то между булок может оказаться, да. Почему? Здесь может быть опасность. То есть отношения эти двойственные. То есть они как минимум вот это близнецы. Рыцарь мечей — это близнец. Двойное дно присутствует. И оно, мало того, эта карта опасная, она агрессивная, то есть и ненадежная. То есть можно ли доверять? Нет. Ну, если вы прям чувствуете, доверяйте. Ну, или как минимум проверяйте, или я вам говорю, что 50% здесь правды точно есть. Остальное надо проверять. Ну, окей, хорошо. Что чувствует? Давайте спросим, ну, что чувствует мужчина, да, когда вы его обслуживаете. Ну, давайте так. Что чувствует тот человек, о котором вы проявляете заботу? Вот вы заботитесь, и что он при этом чувствует? Может быть, он говорит: ой, давай еще води мне ложкой по губам. А может быть, он там глаза уже закатывает и говорит: иди, свинья, мне все противно, да? Мы ж не знаем. Вы ж не знаете, что он там чувствует на самом деле. Давайте. То есть ваша забота о нем, его зона комфорта. Ему как? Да, вашему партнеру, мужчине или женщине. Но он принимает это. В принципе, давайте я так скажу, это очень хорошая карта на чувство. То есть ему это по душе. Вот здесь вот, где вы обслуживаете его, например, да, или ее, вот здесь вы родственные души. Не знаю, что вам больше нравится. Вам нравится обслуживать или быть обслуживаемым? И если у вас это взаимно, вот эта карта, она о взаимном чем-то обслуживании. А это вот чисто суто, да, чисто эгоистично, эгоист. Поэтому, если вам и ему в кайф, ну, ему точно в кайф, а если еще и вам в кайф, как второму партнеру, то, в принципе, наверное, на этом и держится. Бывают такие отношения, где один всегда берет, другой все время отдает, и, в принципе, обоих устраивает. Так тоже можно. Я не сторонник того, что все время брать и все время отдавать. Один берет, а другой только отдает. Я в это не верю. То есть оно так не бывает. То есть отношения — это всегда брать-давать. Как вы считаете, поставьте на паузу и напишите, вот как по-вашему отношения — это только брать или только давать, или брать-давать. Ну и как вы вообще видите, может быть, только женщина должна брать, а мужчина только давать и так далее. Да? Ведь женщина, она же должна только брать. Ну, наверное, да? Как вы считаете? Окей. Хорошо, давайте посмотрим, куда смотрит император. Вот давайте спросим его, куда он смотрит.
Ведь он сейчас на нас с вами не смотрит. Или куда смотрит и что ищет. Вот в таком ключе. Куда смотрит и что ищет этот император. Куда смотрит и что ищет. Ну, он смотрит в перспективу. Колесница — это всегда нереализованная перспектива. Куда смотрит? Туда, куда можно пойти, поехать. Ему не хватает свободы. Он бы гульнул бы хорошо здесь. Что ищет? Ищет приключений на свою пятую точку. И еще раз. Что ищет? Приключения, куда смотрит? В сторону поездки, в сторону от дома. Скорее всего, ему вот эта вот поза, где он там на балконе у себя приютился, уже корни пустил, да? Ему она дискомфортна. Ему бы какого-то драйву. Мечтает о новой машине, о поездке, о бегах. Ну, я имею в виду не сбежать, а может быть и сбежать. А о страусиных бегах или о скачках, о дерби, да, о каких-то приключениях. В общем, ищет авантюру какую-то. Авантюрист. Еще вдобавок ко всему. Мало того, что он прожора, да, он еще и авантюрист. Ну, окей, хорошо. А в чем его сила? Или силен ли он настолько, насколько кажется, что одним мановением руки он останавливает хозяина прайда, да? Или контролирует хозяина прайда? Настолько ли он силен, насколько кажется? Он действительно силен. И знаете, в чем его сила? Сила его в знании. Он знает то, чего вы не знаете. Его сила также не только в знании, его сила еще в том, что он может общаться с высшими, возможно, силами или с сильными мира сего. Но все-таки Иерофант — это хороший посредник, хороший учитель и человек, который много говорит по своему делу, и круг его общения достаточно широк. Хотя это и близнецы, но с тем, с кем надо, он найдет общение. Поэтому да, его сила в языке, в общении, может быть в знании языка и умении общаться. В круге общения. То есть он может знаком быть с влиятельными людьми, и этого уже достаточно. Окей. 8 пентаклей. Есть некая работа, друзья мои, которая производится, но она о перспективе. Стоит ли эти отношения, затраченных вами усилий? Стоит ли прилагать дальше усилия? Эта карта вообще говорит: продолжай прилагать усилия, все будет хорошо. Но не всегда же оно все хорошо, правда, в отношениях. Иногда бывает такое, что там мужчина вкладывается, а от женщины отдачи нет. Женщина вкладывается, от мужчины отдачи нет. Такое тоже бывает. Часто и густо, друзья мои. Напишите, у вас так было когда-нибудь? Стоит ли оно того? Я вам так скажу. Мужчина здесь реально в реальном ресурсе, в очень хорошем ресурсе. Он сладко кушает, качественно пьет, употребляет то, что надо. Смотрите, какой он добрый в плане форм, да, как он раздобрел, красавчик. Но смысл в том, стоит ли оно того при одном условии, при двух точнее, если вы действительно любите. Это первое условие. И второе, если вы при этом не теряете себя или части своего тела. Здесь, смотрите, обратите внимание, у него рука. Он уже не знает, что с этим делать. Да? Осталось съесть еще руку. Да? Понимаете? То есть первое условие — это любовь. Но любовь, она может все, в принципе, простить и все принять. С одной стороны. А с другой стороны, если не получается так, что этот человек, ваш партнер, съедает всего вас или всю вас, неважно, кто вы, мужчина или женщина. Тут может быть и речь и о женщине, смотрите, да, это для мужчин я говорю. Поэтому, я бы сказал так: если ваше сердце чувствует, что вы где-то все равно кайфуете, и что реально вы не жертвуете собой на физическом уровне, там, не отдаете последнее, и не отдаете себя, вас реально не съедают, но и при этом имейте в виду, вас не должны булить,
газлайтить, да, вот это вот. Ну и физически не должны никак вас ущемлять. То есть здесь должно быть как бы свободное такое. Тогда все ок, тогда стоит. Но если есть элементы агрессии, как минимум, вот они тут есть. Они тут есть. Или, ну, здесь еще какие вот тут негативные аспекты, да, вас съедают, агрессивные, ну, по поводу вас есть агрессия, вас съедают. Понимаете, о чем я говорю, да, что такое съедают? Если не понимаете, то напишите, как вы понимаете. И единственное, что здесь может быть такое, вас как бы, ну, считают за идиота или идиотку в этих отношениях. Вот это третий момент негативный, который может быть. Почему? Здесь очень много знает. Тут я самый умный, а ты молчи, дурак, или молчи, дура. Все. Такое часто тоже бывает. И где женщина говорит мужчине так, ты ничего не понимаешь. Это ж вот так выглядит. Ты все неправильно понял. Или ты все неправильно поняла. Такие элементы, да? Где-то газлайтинг, а где-то манипуляции. Ну, по-разному у всех. Окей. Хорошо. Давайте теперь посмотрим, насколько опасно, да, вот стоит ли доверять? Я сказал, нет, оно опасно. Насколько оно опасно? Ну, как опасно? Ну, опасно тем, что это не опасность, это победа или проигрыш. Вообще это победа, да, или успех. Ну, как бы своего успеха вы вряд ли добьетесь, да, вот в том виде, на который вы рассчитываете. Вообще, здесь мужской успех. Поэтому здесь вот мы уже начали с того, что мужчина в ресурсе. Вот на ресурс мужчины это никак не повлияет. Вот и услышьте свой ответ, да? На ресурс мужчины это никак не повлияет. Опасно ли? Ну, не опасно. Мужчина своего здесь не теряет. Он не отдаст ничего. Он все равно будет в плюсе в любом случае. То есть, если вы пытаетесь кому-то что-то тут доказать, то мужчине тут вы вряд ли что-то докажете. Ну, тут действительно вряд ли, потому что тут и император, и колесница, то есть там и эго, и позиция, и амбиции, и оно все есть, и неважно, оно там двигается, оно реализуется или нет. Вы просто уже этого человека не поменяете, скорее всего. Ну, с очень большой долей вероятности. Окей. Хорошо, а в чем ваш ресурс? Чем вы можете, ну, что вы можете тогда взять, да? Какие плюсы для вас несут эти отношения? И несут ли вообще? Да фиг его знает, тут никаких плюсов нету. Максимум, что вы тут, на что вы можете рассчитывать, это в лучшем случае не умереть, ну или хорошо, качественно отдохнуть. Ну, по четверке мечей это качественный отдых. Или, ну, давайте еще так скажу. Есть такие отношения, в которых ты забываешь обо всем. Обо всем. Ну, плохом. Но карта такая, она не самая позитивная, но у меня она не всегда вызывает негатив. Здесь на самом деле, видите, уставший такой уже не очень живой воин, да, отдыхает. Ну, вообще это отдых. Поэтому, ну, что вы можете отсюда поиметь, да? Хорошо отдохнуть, забыть обо всем и не умереть. Это лучшее, что у вас тут. Опять-таки, отношения бывают разные, и иногда этого достаточно. Не так ли? У кого такое было? Напишите. Хорошо. Давайте посмотрим. Император собирается ехать. Или поехал? Император собирается ехать или поехал? Надолго ли? Надолго ли? Как скоро вернется, если поехал? Или насколько долго он собирается там быть, куда он собрался? Вы знаете, он решил там что-то сделать не очень хорошее. Здесь король мечей. Смотрите, что он вытворяет. Негодяй, да. Но тут он вершит какое-то возмездие, да. Такая жесткая карта, да. Он протыкает кого-то, да, мечом. Надолго ли? Ну, как минимум до конца зимы. Вернется ли?
Не знаю. Все зависит от мужчины здесь. Все зависит от того, насколько успех будет, справится ли он с той задачей. Задача у него там рискованная на самом деле. Но эта карта такая, она психопатически агрессивная. И вот он здесь тоже агрессивный. Поэтому давайте так скажем. От вас это точно не зависит, особенно от женщины это точно не зависит. Все зависит от мужчины, насколько он сильный, насколько он император, насколько он справится со своими делами. Надолго ли до конца зимы? Хорошо. Можно ли здесь рассчитывать на брак? Или на сильный союз? На крепкий союз, окей? На крепкий союз можно ли рассчитывать? Королева кубков. Знаете, как ни дивно, да. Особенно если этот мужчина, особенно если мужчина не женат. Мужчины, смотрите, да, нужна ли вам эта женщина? Вот сейчас закройте глаза, загадайте ее, представьте себе этот образ. Нужна ли она вам? Я скажу да, если вы ее понимаете. Вот эта карта. Загадывайте, кстати, желание на мужчину или женщину, на притягивание к себе. Бьет 10 часов. Символично. Смотрите. Женщина, мужчина, брак, союз, сила и страсть. Мужчины закрыли глаза, открыли глаза, пробило 10 часов. Открываете глаза, да, вам с этой женщиной по пути, женщины, вам с этим мужчиной по пути. Я не знаю, чем он вас держит. Вы вокруг него прям исполняете такое этому императору. Но это его устраивает. Понимаете, в чем дело? Ему это подходит. Окей? Ну окей. Хорошо. Да, эта женщина, мужчина, эта женщина может быть там для вас хорошей хозяйкой, матерью, заботливой женщиной. Ну вот, да. Она умеет вот дать эту заботу. Не все это умеют. Но вот она умеет. Но вы уже напишите, вы можете или нет. Женщины тоже напишите. Это ваша карта или нет. Вы узнаете здесь себя или нет. Королева кубков. Кстати, королева кубков это всегда рак. Ну и часто скорпион и рыбка еще. Окей. Хорошо. И смотрите, здесь как красиво королева кубков, а здесь король кубков. Какая пара, смотри. Напишите, вам нравится эта пара или нет. Да, король какой-то стрёмный, но королева при этом смотрит именно на него. Ой, а что это мы королеву ложим на место короля? Хорошо. Какая награда будет женщине от мужчины? Смотрите, труд за ее труд. Какая? Чем наградит мужчина загаданный? Да? Вот загадывайте этого короля своего кубков за ваш труд. Вот он труд. Окей, окей. Какая награда будет? Вы знаете, вы, ну, как минимум, не пропадете с этим мужчиной. И, ну, наградой будет признание и материальное обеспечение. То есть вам будет хватать. Я не люблю эту фразу «да с голоду не умрете», да. Ну, тут вот оно банально так. Здесь может быть еще и дети. Кстати, Паш Пентакли это дети часто, поэтому, может быть, вы сейчас смотрите о отношениях, которые есть у вас с мужем там или с женой. В принципе, здесь вот один служит какому-то деспотичному, иногда даже тираничному мужчине, да, женщина служит. Ну, тут больше классика, где женщина служит деспотичному мужчине, так чаще бывает. Но бывает такое, что мужчина служит деспотичной женщине. Так тоже бывает. Это довольно-таки часто, поверьте. И мужчину это еще и устраивает при этом. И здесь ничего плохого нет. Так тоже может быть, кстати. Окей. То есть награда будет, да. Шанс этот есть. И, ну, как минимум, вы знаете, почему-то у меня еще идет, это ваша репутация. То есть, как минимум, вы, ну, давайте, как женщина, сможете доказать этому мужчине, и это будет для вас наградой, что вы действительно стоящий партнер, и что лучше вас у этого мужчины вряд ли было, вряд ли есть и вряд ли будет. Вот он реально вас будет ценить. Хорошо, давайте теперь посмотрим с вами мысли
чувства, планы и действия. Мысли, чувства, планы, действия. А там уже будем по ситуации смотреть, что он думает о вас сегодня, загаданный человек. А вас? Да он думает, как бы вы никуда не делись, как бы так вами управлять, чтобы вы боялись его потерять. Ну или ее. Кто на кого гадает. Здесь такая манипуляция, здесь маг или управление, да, или явление там какой-то истины, какой-то правды или какое-то пророчество. Но по сути он думает, как сохранить свою позицию, да, вот в которой он находится, и как управлять, ну, допустим, вселенной, да, вашим миром, при этом не привлекать внимание санитаров. Окей, хорошая карта, кстати. Ну, по сути, он думает, что он управляет ситуацией, и как бы никто никуда не денется. То есть с подводной лодки не убежишь, потому что куда, сверху вода. Вот, а зачем, да? И если что, а если убежишь, то я тебя найду и достану. Ну, так он думает. Поэтому где-то он даже, может быть, думает, что вы его боитесь. Ну, не сколько боитесь, сколько уважаете и цените. Поэтому вот здесь такое. Что чувствует к вам? Тут такая усталость, тут родственные души, а тут кайф. Ну, давайте так скажем. Он чувствует, что то, что между вами происходит, оно развивается. И он чувствует, что ему интересно с вами. Он получает от этого удовольствие. Он видит, как вы прогрессируете и как, в принципе, прогрессирует все вокруг. Он никуда не торопится, он чувствует, что ему торопиться точно некуда. И чувствует, что при этом вы не теряете интерес к нему. Несмотря на то, что он иногда стоит вам спиной, поворачивается, да, и у него штанишки так приспадают вниз, и появляется его поясница. Я так присматриваюсь к этой пояснице, а там не хвостик ли у него? Вот так вот. Ну, что он еще чувствует по этой карте? Он может волноваться и все равно чувствует, что вы заинтересованы, так же, как и он. Его планы на вас. Эх, пятерка мечей. Смотрите, мужчины в разные стороны побежали, а женщина сидит и не понимает, что происходит. Да? То есть они как бы вроде бы разбегаются для какого-то, может быть, дуэли из-за женщины. А с другой стороны, может быть, дуэль не состоялась, и женщина понимает, что драться за нее никто не будет. Понимаете, да? То есть его планы, они, во-первых, непредсказуемы, во-вторых, они стрёмные. И вот вы, я не знаю, как вы выдерживаете эти отношения, где планы вообще просчитать никак нельзя, и все, что в его планы входит, оно вообще или не сбывается, или происходит совершенно по какому-то либо не вашему сценарию, либо непредсказуемому, либо нечестному, либо по идиотскому какому-то сценарию. То есть этот сценарий вообще неприемлем. То есть, по сути, его планы на вас такие, что какие бы у него ни были планы, они все равно будут не такие, какие он озвучил в лучшем случае. А если он что-то и надумал, то все равно все поменялось. Поэтому нет у него никаких на вас планов. Все по ситуации, по обстоятельствам. Все. Ну, в принципе, иногда это вообще суть идеального мира восприятия, где я живу вот здесь и сейчас и вообще ничего не планирую наперед. Хорошо это или плохо? Не могу сказать. Ничто не есть ни хорошо, ни плохо. С разной стороны всегда можно смотреть. Для одного это будет хорошо, для другого плохо. К сожалению. Поэтому какие тут планы? По сути, ну, как бы его позиция здесь, да, он царь и бог. Поэтому посвящать вас в свои планы, ну, как бы, вообще это не его... Он даже не напряжет там кончик мизинца, да, там на правой ноге, чтобы посвятить вас в свои планы. Ну, вот его императорское величество не обязан отчитываться ни перед кем. А если кто-то потребует этого, ну, то он жестоко накажет, да, или сделает больно, да. Ну, вот почему-то такое идет. Пятерка мечей вообще это успех, ну, успех при поражении, да, проигрыш
и иногда и подлость, и коварство, и обман, и предательство. Поэтому здесь, знаете, как лучше об этом не думать, чтобы не допускать это, не притягивать просто в свою жизнь. Вот такие обстоятельства почему-то. Как он будет проявляться, что он будет делать по отношению к вам. Смотрите, если у вас семья, оно все так и будет. Как бы он есть, вы есть, и фиг с этим всем, да, и все классно. Если это отношения, где не семья, то на дистанции его будет это тоже устраивать. И, захотите, вы появитесь, а вы все равно никуда не денетесь. То есть, по сути, он будет держать дистанцию, но при этом вас не гнать. То есть, видите, он клюшку положил, и этой клюшкой он вас бить точно не будет. То есть, по сути, и гнать не будет, да, выгонять. И когда захотите, тогда и появитесь. По сути, здесь либо вы ему лекарь души, либо он вам лекарь души, да, или целитель души. Можете ли вы быть родственными душами? Да, если не страдаете в этих отношениях. Можете ли вы быть близнецовыми пламенами? Да, если в отношениях есть страдания, какие-то качели, трудности. Здесь оно тоже прослеживается. Откуда? А вот она, карта. Она об этом. И почему? Потому что если вы где-то получаете удовольствие от ухаживания такого, да, один за другим, причем с одной стороны ответ есть, а с другой он не ясен, или вы рассчитываете на одно, а оно приходит совершенно по-другому или не приходит вообще, а если и приходит, то совершенно как-то по-идиотски, да, там вообще уму нерастяжимо, да. То есть здесь есть где-то какие-то аномалии постоянные, да, это аномальные отношения, но в этой аномалии есть где-то какой-то комфорт, особенно для одного человека он явно выражен, а для другого человека он где-то не на уровне садомаза, он не садомаза здесь, но он может проявляться садомаза здесь только, там, где вы себя съедаете или вас съедают, а где-то на уровне такого, знаете, всецелого пожертвования собой, и вас так много должно быть, что вас хватает, и у вас столько ресурса, что он даже перекрывает ресурс того императора. Бывает такое? Да, такое бывает. Где-то может быть, например, у вас действительно много ресурса, а может быть это такая карма у вас, что в прошлой жизни вы были в той позиции, а теперь вы в обратной позиции, поменялись местами, да? Карма 69, такое тоже бывает, не только в Камасутре. Давайте, у меня последняя карта. И знаете, что я хочу спросить у Таро? Вам уйти? Именно вам. Лично вам, не ему. Или остаться? Просто проверим карты, да. Картой вашу ситуацию. А вдруг вы хотите уйти? Сколько можно уже обслуживать императора, да? Или императоршу? Не знаю, по этой карте вы никуда не уйдете. Вы даже если захотите уйти, вы уже так приклеились к 4 пентаклей, да. То есть здесь такое даже тяжело тяжело нести, но оно не сильно тянет, своя ноша, да. Карты говорят, оставайся. Пока, во всяком случае. То есть сейчас уходить не надо, то есть 100%. И здесь ты не теряешь все. И много и не имеешь. С другой стороны. Если ты уйдешь, ты много не потеряешь, я имею в виду. Но если уйти или остаться, то по этой карте вы не сможете уйти, поэтому остаться. Понимаете? Хорошо. А что из этих отношений, еще тут почему-то мне захотелось, что из этих отношений вы должны вытянуть себе? И смотрите, карта, она единственная здесь была перевернута. 7 кубков. Эти ваши отношения, они иллюзия. Они иллюзия. Но эти отношения это дело случая. Но помните, что в иллюзии рождается материальный мир, он там зарождается, да? И если вам действительно комфортно там, то продолжайте играть. Это почему-то у меня идет из потока сейчас, видите, и карта реально перевернута, единственная была. Я потянул, она и вылезла, да, извлеклась. И здесь сидят такие рогатые черти с крыльями, то есть это демоны.
и слуги дьявола, да, по сути, где-то материальный мир вами здесь управляет, вы за него зацепились. Ну, это как бы, знаете, как угодить в капкан, да, в золотую клетку, условно говоря. С другой стороны, здесь нужно четко понимать, что если тебе комфортно в этих снах и в этих мечтах, то тебе, стоит поддерживать эту иллюзию. Но если тебе там некомфортно, то тогда стоит, возможно, сделать ресет или пересброс кубиков, которые ты видишь прямо сейчас. И в этом раскладе и в твоей судьбе цифры 4 и 5 имеют большое значення. Світла вам та вашому всесвітові, і я бажаю вам, щоб ваша гра привела вас до перемоги, до задоволення, до радості. І якщо ви відчуваєте, що ваша гра вас вбиває, то подумайте, нащо ви так не любите себе, якщо граєте в такі жорстокі та знищуючі вас ігри. Все буде добре. Лишайтесь на зв'язку і не забувайте допомагати силам світла, які прямо зараз нищать сили тьми, які лізуть на світ, самі знаєте звідки і куди. Все буде добре і до зустрічі. Па-па.